Сэм с детства мечтал стать смотрителем национального парка. И когда его мечта сбылась, он отдавал работе всего себя. Он стал не только надежным защитником дикой природы, но и верным товарищем для своих коллег. Парк стал его вторым домом, где он часто задерживался после окончания смен, давая советы друзьям или просто завершая начатые дела. Все вокруг знали его как невероятно доброго и отзывчивого человека. Одной из его любимых обязанностей было наблюдение за азиатскими львами, редкими животными, которых было огромной честью видеть в дикой природе. Парк предоставлял им защиту от браконьеров, но Сэм понимал всю важность невмешательства. Он старался позволять природе идти своим чередом, хотя иногда ему было невыносимо трудно сидеть сложа руки. Во время одного из утренних объездов Сэм оказался у крутого утеса, где обитал крупный прайд. Погода стояла засушливая, земля покрылась глубокими трещинами, а края скал стали крайне нестабильными. Смотритель заметил группу молодых львов, беззаботно не играющих у самого обрыва. Внезапно край утеса начал осыпаться. Взрослый лев попытался отозвать непослушный молодняк, но одно неосторожное движение привело к тому, что он сам сорвался вниз. Животное чудом зацепилось за крошащийся край и повисло над пропастью. Это был именно тот случай, когда Сэм просто не мог оставаться в стороне. Понимая, что медлить нельзя ни секунды, Сэм по радио вызвал подкрепление и осторожно подъехал ближе. Распугав остальных львов громким ревом двигателя и гудками, он схватил веревки и бросился на помощь. Когда подоспели другие смотрители, они обвязали льва и общими усилиями вытянули тяжелого зверя на безопасное место. Измученный лев, тяжело дыша от пережитого шока, не проявил никакой агрессии. В тот момент между ним и Сэмом возникло доверие и молчаливое понимание. Человек спас ему жизнь, и этот эпизод навсегда остался в памяти молодого смотрителя, даже несмотря на то, что после инцидента большой кот стал более скрытным. Спустя несколько месяцев в парк пришел сезон муссонов. Проливные дожди принесли с собой разрушительных наводнения и постоянную угрозу оползней. Навигация по огромной территории парка стала крайне опасной. Земля превратилась в непролазную топь, водоемы вышли из берегов, уничтожая привычные места обитания животных. Во время одного из патрулирований под проливным дождем Сэм вышел из своего джипа, плотно натянув капюшон, чтобы осмотреть огромное поваленное дерево. В этот самый момент он услышал нарастающий гул, вибрирующий глубоко под ногами. Обернувшись, смотритель с первобытным ужасом увидел надвигающуюся стену густой грязи и камней. Бежать было некуда, вокруг не было спасительных возвышенностей. Сэм успел лишь забраться на ствол дерева и изо всех сил вцепиться в него. Оползень обрушился с чудовищной мощью, погребая человека под слоем тяжелой мокрой земли. Когда смертоносный поток наконец остановился, Сэм оказался в ловушке. Он едва мог дышать через крошечную щель и совершенно не мог пошевелиться. Надежды на спасение почти не оставалось. Он знал, что его коллеги сейчас бросили все силы на борьбу со стихией, и его отсутствие заметят далеко не сразу. Паника начала охватывать его разум, но он заставил себя успокоить дыхание. Время тянулось невыносимо долго. Внезапно тусклый свет, пробивавшийся через спасительную щель, заслонила тень. Сэм почувствовал движение над собой и услышал странные звуки. Кто-то яростно раскапывал плотную грязь. Затем раздался знакомый громкий рык, и надежда вспыхнула с новой силой. Лев пытался освободить его из земляного плена. Зверь копал так настойчиво, что вскоре привлек внимание команды смотрителей, находившихся неподалеку и услышавших рычание. Увидев льва, отчаянно роющего землю, коллеги Сэма по радио сообщили, что хищник, вероятно, пытается спасти кого-то из своего прайда. Но приблизившись и начав расчищать завал, они с полным изумлением обнаружили под слоем грязи своего друга. Сэма вытащили уставшим, измученным, но живым. Когда он пришел в себя, то увидел того самого льва, сплошь покрытого грязью и каплями дождевой воды. Это был зверь, которого он когда-то спас на утесе. Смотритель смотрел на него с абсолютным недоверием, не в силах сдержать нахлынувшие эмоции.
Из-за пережитого шока Сэму настоятельно рекомендовали взять неделю отпуска, но уже на третий день он ехал обратно в парк в своей рабочей форме. Едва въехав на территорию, он заметил знакомого льва, мирно отдыхающего под деревом. Зверь больше не прятался от людей. Сэм и спасенный им хищник навсегда остались связаны невидимой нитью благодарности. Они подарили друг другу второй шанс на жизнь, убедительно доказав, что искренняя доброта и взаимовыручка не знают никаких видовых границ.